Снежный человек, Бигфут, Йети, Алмыс, Саскач, Метох-Кадми и другие названия разные народы планеты давали этому мифическому животному, обитающему предположительно на горных вершинах. Нам же он больше знаком как просто снежный человек. Обычно его описывают как большое волосатое существо, передвигающееся на двух ногах, подобно человеку, но по внешнему сходству напоминающее больше обезьяну. Представления о снежном человеке основаны в основном на показаниях очевидцев. Имеются также материальные объекты, следы в основном на снегу, волосы и другое, выдаваемые за материальные свидетельства его существования. Но других существенных доказательств пока что не обнаружено. Самым известным снежным человеком является гималайский йети. Считается, что он обитает примерно на уровне линии снега. В 19 веке сообщение о нем появляется в рапортах британских чиновников, работающих в горных районах Индии и в Непале. Британский резидент в Непальском дворе сообщал, что его слуги во время путешествий испытывали страх перед волосатым бесхвостным человекоподобным существом. Существа, похожие на йети, присутствуют на непальских и тибетских религиозных изображениях. Шерпы очень боятся этих существ. В 20 веке, когда в Гималаях началось паломничество альпинистов, возникли новые рассказы о снежном человеке. Так, при подходе к Эвересту видели отпечатки ног. В некоторых горных монастырях хранятся якобы вещественные свидетельства существования йети. В 1986 году альпинист-одиночка Эдриан Вулдрич утверждал, что встретил двухметрового йети в северной части Гималаев и демонстрировал снимок, сделанный на большом расстоянии, на котором видна отдаленная человекообразная фигура. В Непал неоднократно отправлялись экспедиции, искавшие йети, например, под руководством альпиниста Ральфа Изерта, но они не нашли никаких фактических подтверждений. Но мы же с вами тут для того, чтобы узнать об алтайском снежном человеке. Ни для кого не секрет, что Алтай — это горная местность, которая славится своими красотами и высотами на весь мир. Чего только стоит гора Белуха, высота которой составляет 4509 метров. И на такой высоте в горах постоянно лежит снег. Идеальное место для существования снежного человека. И как неудивительно, нашлись люди, которые утверждают, что его видели. В сентябре 2003 года весь мир облетела сенсационная новость. В Алтайских горах альпинистами была найдена нога неизвестного науке существа. Эта находка в который раз заставила вспомнить о тайне снежного человека. На Алтае снежного человека зовут Алмыс. Местные легенды повествуют о том, что в древние времена на Алтайской земле шла тяжелая борьба за выживание между человеком и алмысом. Это мифическое существо, как гласит легенда, питалось мясом животных и маленьких детей, говорило на языке людей и обладало даром гипноза. По описаниям, алмыс очень похож на снежного человека. Заведующий кафедрой физической географии Горно-Алтайского госуниверситета Александр Маринин утверждает, что со снежным человеком сталкивались жители Улаганского, Кошагачского и Ангудайских районов республики. 10 лет назад, рассказывает он, снежный человек спустился с гор и пытался похитить из казахской юрты ребенка. Еще через несколько лет в районе Катуни Алмыса заметили дислоцировавшиеся там военные. Старожилы описывают снежного человека одинаково. Ростом выше 2 метров, с крепкими мышцами и широкой грудной клеткой. Весь покрыт густой шерстью, буровато-желтого цвета. Эти существа, по их словам, имеют резкий неприятный запах и очень пугливы. Криптозоологи добавляют, что они еще всеядны, живут семьями и могут подолгу обходиться без еды. Встреча с неизвестным существом происходит и в наши дни. Польскому журналисту и путешественнику Войцеху Джиляху в Усть-Коксицком районе Республики Алтай удалось запечатлеть на снимок неожиданно ночное столкновение у своей палатки с огромным волосатым животным, которое, испугавшись вспышки фотоаппарата, бросилось бежать. А вот еще воспоминания. В районе Софийского ледника на Южно-Чуйском хребте наша собака неожиданно начала гавкать и куда-то убежала, рассказывает альпинист Сергей Семенов. Мы пошли следом и вскоре увидели огромные следы крупного животного. Судя по глубине следов, весило оно не менее 100 килограмм и продвигалось на 2 ногах. Видимо, собака наша его спугнула. В конце августа, во время спуска с горы Куркурек, дикий неохоженный район Северо-Чуйского хребта, на леднике Семенов буквально споткнулся о торчащую из снега ногу неизвестного существа. Если бы не густая шерсть, которой она сплошь была покрыта, ногу вполне можно было бы принять за человеческую. Специалисты кафедры анатомии и гистрологии Института ветеринарной медицины Алтайского аграрного университета, изучив остатки, сошлись во мнении, что на ноге находятся именно плоские и немного сточенные ногти, а не когти, как у медведя, а строение когтей напоминает человеческое, разве что на большом пальце ноги вместо 2 фаланг, как у человека, расположено 3, а на мизинце наоборот. Существо, по выводам ученых, было прямоходящим и двигалось по мягкой поверхности по снегу. Размер стопы найденной конечности соответствует 36-му размеру обуви человека и росту примерно 160-170 см. Скорее всего, это было существо женского пола. Поймать живого или найти остатки снежного человека до сих пор не удалось никому. Также иногда встречаются свидетельства очевидцев, которым удалось встретить снежного человека на Алтае. Так, например, в 2006 году была совершена научная экспедиция в Усть-Коксицкий район в поисках Алмыса после находки 2003 года. Все, кому довелось все-таки увидеть мифическое существо, отмечали гипнотическое воздействие и головные боли. В селе Алтайское Алтайского района живет человек, который дважды видел Алмыса в районе Белухи. А вот рассказ очевидца, которому Алмыс наведался в дом. Вот здесь он стоял, рассказывает очевидец Андрей Степанов, показывая на одну из стен дома. Все перевернул. Умывальник на боку стоял.
Лавочки все были перевернуты, продолжает Андрей. В тот день Андрей Степанов, житель отдаленного Алтайского урочища, запомнит надолго. Мужчина рассказал, как нос к носу столкнулся со странным человекоподобным существом, с ног до головы покрытый густой бурой шерстью. Морда человечья, весь заросший, ростом 2 метра точно, рассказывает очевидец. По словам Андрея, все произошло так быстро, что он даже испугаться не успел. Сработал инстинкт самосохранения, как говорится. Ноги в руки и бежать. Заперся в доме и сидел там несколько часов. Вышел только тогда, когда шум во дворе стих. В ближайшей деревне Аюла-Аюлу о таинственном прямоходящем звере издавна ходят легенды. Местные жители называют существо человека-медведем. Даже название у населенного пункта соответствующее. Аюла – медвежье логово, поясняет егерь Алексей Шмаков. Еще недавно рассказы о таинственных обитателях тайги люди считали седой историей почти небылицами. Теперь же для защиты от них принимают серьезные меры. На ночь запирают двери, окна закрывают ставнями. За последний месяц загадочного лесного хищника здесь видели многие. Говорят, к счастью, только изредка. Идет куда-нибудь мимо деревни, все собаки пугаются, рассказывает ветеринар Валерий Чумакаев. Егерь Алексей Шмаков – один из немногих, кто в прежние годы предупреждал о существовании опасного зверя. Уверяет, что встречал особи в таежных дебрях. Успел даже изучить их повадки. У него ума, как у человека, понимаешь? Ум у него человеческий, говорит Алексей. Слова егеря подтверждает и алтайский краевед Владимир Токмаков. Человек-медведь, которого в других районах называют йети или снежным человеком, обладает разумом и очень развитой интуицией. По описанию напоминает неандертальцев, то есть древних людей, и, скорее всего, если говорить с научной точки зрения, то это одно из ответвлений человеческой расы, говорит Владимир. По словам исследователя, во время недавнего наводнения на Алтае пострадали места обитания таинственных существ, и теперь они в поисках пищи заходят в населенные пункты. Многие скептики считают, что история про снежного человека на Алтае просто выдумка с целью привлечь больше туристов. Ведь в начале 2000-х годов наблюдался резкий спад туристов в республике, и подобная находка могла легко взбудоражить общественность с целью привлечения потока туристов. А что же думаете вы? Существует снежный человек на самом деле, или это просто одна из тысяч легенд, которые существуют среди народов планеты? Маркетинговый ход, или же на Алтае на самом деле обитают снежные люди? Ваши предположения пишите в комментариях под видео. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вам нравится видео подобного формата. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!